Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире, и сегодня пройдемся по ряду важных новостей. Белый дом опубликовал текст доклада о когнитивном и физическом здоровье Дональда Трампа. Администрация США потребовала от Украины передать контроль над стратегическим газопроводом, транспортирующим российский газ в Европу через территорию Украины. Кремль разбил надежды на скорую встречу Путина и Трампа и перемирие. Что же будет дальше? Начну с первой важной новости. Белый дом официально опубликовал результаты медицинского обследования, которое недавно прошел Дональд Трамп. В отчете, составленном личным врачом президента США Шоном Барбабеллой, подчеркивается, цитата: «Президент остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя стабильные функции сердца, легких, нервной системы, а также хорошие общие физические показатели». Это заявление уже активно обсуждается в американских и мировых средствах массовой информации, ведь любые новости о состоянии здоровья президента США вызывают живой интерес. Информация о грядущих медицинских тестах Трампа появилась, напомню, в СМИ еще за несколько дней до публикации отчета. Медики подчеркивают, что речь идет о плановой, рутинной процедуре, через которую проходит каждый президент Соединенных Штатов. В воскресенье, как и ожидалось, был опубликован полный отчет. В нем повторно акцентировали внимание, что Дональд Трамп демонстрирует отличные когнитивные и физические способности и полностью способен исполнять обязанности Верховного Главнокомандующего и главы государства Соединенных Штатов Америки. Именно так с оригинальной орфографией указал в отчете личный доктор Шон Барбабелла. Он также добавил, что активный образ жизни Трампа напрямую способствует его хорошему самочувствию. Как отметил врач, частые публичные выступления, поездки и участие в играх в гольф играют ключевую роль в поддержании его физической формы. Особенно подчеркивается, что у Трампа не было выявлено признаков болезни Альцгеймера, что является важным моментом для общественности. Кроме того, результаты скрининговых тестов на депрессию и генерализированное тревожное расстройство оказались положительными, то есть патологии выявлено не было. Анализы крови тоже в норме, никакие отклонения не зафиксированы. По данным обследования, рост Дональда Трампа составляет 190 см, а вес 101 кг. Это позволяет предположить, что он сбросил около 9 кг по сравнению с 2020 годом, когда, напомню, весил 110 кг. Именно тогда, во время публикации последнего полного отчета о его здоровье, врачи отмечали, что его вес соответствовал категории клиническое ожирение. Напомню еще, что текущее медицинское обследование, я вам рассказывал в одном из выпусков, было проведено в пятницу. Интересно то, что в ходе предыдущей избирательной кампании Трамп отказывался публиковать медицинские данные, что в свою очередь вызвало массу вопросов и спекуляций среди журналистов и политиков. Еще напомню, что в январе 2025 года Дональд Трамп стал самым возрастным президентом Соединенных Штатов Америки на момент вступления в должность, а уже 14 июня 2025 года ему исполнится 79 лет. Этот возраст делает состояние его здоровья особенно значимым фактором для избирателей, и публикация положительного медицинского отчета несомненно играет важную роль для них и, конечно же, для оппонентов. Следующая резонансная новость. Судя по всему, Соединенные Штаты Америки все никак не могут успокоиться и продолжают усиливать свое давление на Украину, выдвигая все новые и более жесткие требования в рамках переговоров по планируемому соглашению о поставках стратегического сырья. Как сообщает британское издание The Guardian, администрация Дональда Трампа теперь требует получить контроль над одной из ключевых газовых магистралей, трубопроводом, по которому российский газ транспортируется через территорию Украины в Европу. В пятницу, по данным издания, состоялась встреча представителей Соединенных Штатов Америки и Украины, где обсуждался новый, значительно расширенный перечень требований со стороны Белого дома. По информации агентства Reuters, переговоры между сторонами в последние недели резко обострились, и атмосфера на них стала крайне напряженной. Речь идет о газопроводе, который начинается в российском городе Суджа, расположенном на западе страны, и проходит примерно 1200 километров до украинского города Ужгород, находящегося у самой границы с Европейским Союзом и Словакией. Этот трубопровод построен еще во времена Советского Союза, долгое время оставался одной из важнейших энергетических артерий региона.
Украина благодаря его эксплуатации зарабатывала сотни миллионов евро в виде транзитных сборов, причем это продолжалось даже в течение первых 3 лет полномасштабной войны. Однако в конце декабря 2024 года истек срок действия контракта на транзит газа с российским концерном «Газпромом», и уже с 1 января 2025 года Украина полностью остановила поставки российского газа в Европу. По сведениям Reuters, теперь Белый дом настаивает на том, чтобы контроль над этим стратегическим объектом газопроводом перешел к международной корпорации финансирования и развития, которая подчиняется правительству Соединенных Штатов Америки. Американская сторона требует все, что только можно. Подобные условия напоминают скорее политическое давление, нежели честное партнерство. Действия Соединенных Штатов можно назвать колониальными, и, наверное, украинское руководство не может и, скорее всего, не должно принимать такие унизительные условия. Особое внимание привлекли и заявления украинского президента Владимира Зеленского, который еще осенью прошлого года предложил Соединенным Штатам Америки доступ к украинским недрам в обмен на продолжение поставок американского оружия. Согласно этим договоренностям, 50% доходов от добычи редкоземельных металлов, нефти и газа должны были поступать в специальный инвестиционный фонд, который управлялся бы совместно с Соединенными Штатами Америки и Украиной. Один из контрактных проектов, подготовленный в феврале 2025 года, предусматривал, что США смогут получить доступ к ресурсам на сумму, внимания, порядка $500 миллиардов. Однако последний американский вариант соглашения стал еще более агрессивным и жестким по своему содержанию. Несмотря на все эти инициативы, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает отказывать предоставлять Украине какие-либо официальные гарантии безопасности и не дает твердого обещания о дальнейших поставках вооружения. Но интерес к украинским природным ресурсам у него все-таки остается крайне высоким. В конце марта 2025 года Трамп даже прямо пригрозил Владимиру Зеленскому, предостерегая его от возможного выхода из данного соглашения. Цитата: «Если он это сделает, у него будут проблемы. Большие проблемы». Друзья, появилась еще одна новость, которая окончательно разрушила все оставшиеся надежды Дональда Трампа на достижение хотя бы временного перемирия. Это та самая надежда на внезапную, скажем так, ночную договоренность о прекращении огня, которую питал президент Соединенных Штатов Америки. Она уже рассеялась как дым. Более того, с каждым днем становится все менее вероятным даже хоть какое-то конструктивное переговорное решение, несмотря на то, что за плечами уже месяцы дипломатических попыток. В это время Кремль демонстрирует сдержанный оптимизм. Атмосферу на встрече между Владимиром Путиным и американским спецпредставителем Стивом Виткофом российская сторона оценила положительно. Однако, как стало ясно из последующих заявлений, для диалога с самим Дональдом Трампом потребуется гораздо больше терпения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит Стива Виткофа к президенту России, заявил в эфире российского государственного телевидения, что восстановление двусторонних отношений США и России развивается в положительном ключе. Цитата: «В целом все идет очень хорошо», подчеркнул Песков. Он также подтвердил, что встреча между Путиным и Дональдом Трампом действительно состоится, но отметил, что рассчитывать на быстрые прорывы не стоит. По его словам, после многолетнего разрушения связей между государствами потребуется серьезная и кропотливая работа для их восстановления. Цитата: «Проблем накопилось слишком много, и они крайне серьезны», добавил Песков. Он повторил ранее озвученную позицию, что к возможной встрече Путина и Трампа необходимо подготовиться с предельной тщательностью и серьезной подготовкой. Цитата: «До того, как она состоится, нам еще предстоит пройти множество этапов», заявил Песков, призывая к терпению и не давая никаких намеков ни на конкретные даты, ни на возможное место проведения встречи. Он также подчеркнул, что задача стоит действительно масштабная – перезапустить отношения с нуля. По мнению Пескова, причиной столь сложного положения стала прежняя администрация США во главе с Джо Байденом, при которой дипломатические связи с Россией были фактически разрушены. Чтобы исправить ситуацию, потребуется не только политическая воля, но и интенсивные дипломатические усилия, а также координация по множеству направлений.
Песков подчеркнул, что в такой ситуации говорить о незамедлительных результатах абсолютно неуместно. Естественно, невозможно ожидать быстрых итогов, сказал он. Тем временем украинская сторона обвиняет Кремль в затягивании переговорного процесса. Президент Украины Владимир Зеленский открыто заявил, что Москва намерена тормозить диалог, прикрываясь формальными поводами. Киев еще на ранних стадиях конфликта выражал готовность как к соглашению по сырьевым вопросам с Соединенными Штатами Америки, так и к локальным режимам тишины. Однако российская сторона постоянно заявляла о наличии неурегулированных аспектов, которые, по ее мнению, якобы остаются без должного внимания. Многие эксперты считают, что Москва намеренно затягивает боевые действия, чтобы успеть захватить как можно больше украинской территории до любого возможного прекращения огня. Есть также опасения, что во время будущих переговоров Украина будет вынуждена отказаться от территорий, которые на тот момент будут оккупированы российскими силами. А сейчас, по словам аналитиков, именно российские войска обладают тактическим преимуществом и хоть медленно, но продвигаются вперед на фронте. Особый резонанс вызвало и поведение самого Стива Виткофа во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где переговоры длились более 4 часов, камеры зафиксировали трогательный момент. Американский представитель, приветствуя Путина, положил руку на сердце, демонстрируя уважение и символический жест открытости. В ходе этой встречи обсуждалась в том числе и ситуация с российским вторжением на территорию Украины, которая в западных столицах, а также и в Киеве трактуется как акт имперской агрессии, начавшийся в феврале 2022 года. В этом контексте особенно показательно выглядело заявление Дональда Трампа, сделанное им вскоре после визита Виткофа в Россию. На своей социальной платформе Трамп написал, цитата: «Россия должна сдвинуться с места. Слишком много людей погибает, тысячи каждую неделю в этой ужасной и бессмысленной войне». Этим комментарием он фактически попытался оказать давление на Кремль и придать дополнительный импульс переговорам, хотя в реальности, как показывает события, процесс все еще более затягивается. Друзья, а что вы думаете о данных событиях? Делитесь своими мнениями в комментариях. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить свежие выпуски. До встречи и хороших вам новостей!